Привет! Представьте, подхожу я к вам на улице и спрашиваю, скажите, пожалуйста, ой, не хочу писать так жирно, скажите, пожалуйста, чему равен синус π на 4? Естественно, тут мы имеем дело с радианами. Вы это либо заучите, либо нарисуйте прямо здесь единичную окружность. Ох, единичная окружность, конечно, не самая красивая, но сама идея, думаю, вам ясна. Мы с вами перемещаемся в π на 4 радиан, что также равно 45 градусам. Рисуем единичный радиус. Синус определим как y-координату на единичной окружности. Вот там вот, в той точечке, нам нужно узнать значение. Вы тотчас мне говорите, без проблем, это угол 45 градусов. Нарисую я этот треугольник побольше, он выглядит приблизительно вот так. Два угла по 45 градусов и 90. И вы можете найти стороны треугольника с углами 45, 45, 90. Да? Гипотенуза равна единице. Это x и то x. Стороны равны, да, ведь это равнобедренный треугольник, у него равные углы при основании. Поэтому вы скажете x в квадрате плюс x в квадрате равно единице в квадрате. Что просто равно единице? 2х в квадрате равно 1, x в квадрате равно 1 второй. X равен корень из 1 второй. Или же единица делить на корень из 2. Могу привести это в рациональный вид, умножив на корень из 2, деленный на корень из 2. Получится у нас x равный корень из 2, деленное на 2. Поэтому вся вот эта высота равна корень из 2, деленное на 2. Если бы вы хотели узнать это расстояние, оно было бы таким же, да, но нас интересовала только высота. Потому что значение синуса π на 4, это наша высота. Корень из 2, деленное на 2, это y-координата. Итак, это у нас все повторение пройденного. Мы это проходили на уроке по единичной окружности. А теперь представьте, в другой день подхожу я к вам и спрашиваю, скажите мне, пожалуйста, чему равен арксинус, корень из 2, деленное на 2? Что такое арксинус? Тут бы вы не знали, что мне ответить, да? Подумали бы, ну, не знаю, я знаю, что такое синус угла, но это какая-то новая тригонометрическая функция, наверное, которую придумала эта барышня. А вам нужно понять, что если впереди названия функции стоит приставка arc, иногда это еще называют обратным синусом, это запросто можно было бы записать в виде синус минус первой степени. Обратный синус, да, корень из синус минус первой степени, корень из 2, деленное на 2. Здесь вопрос в том, синус какого угла я должна была бы взять, чтобы получить значение корень из 2, деленное на 2. И там у нас тоже такой же вопрос. Для какого угла я должна взять синус, чтобы получить корень из 2 на 2? Я могла бы переписать любое из этих выражений следующим образом. Да? Синус вот чего-то равно корень из 2, деленное на 2. И на этот вопрос, думаю, вам будет намного проще ответить. Да? Синус чего равен корень из 2 на 2? Ну, это только что я вычислила, да, синус π на 4 равен корень из 2 на 2. То есть мой знак вопроса вот здесь вот равен π на 4. Или я могла бы переписать это как корень, вот это вот я могла бы переписать как арксинус. Ой, извините, арксинус, корень из 2, деленное на 2, равно π на 4. На 4. Итак, повторим. Да, я задаю вам значение и говорю, найдите мне угол, синус которого даст вот это вот значение. Ну, вы, возможно, скажете, уважаемая, послушайте, посмотрите вот сюда. Сейчас. Вы скажете, подождите. Да, это сработало для π на 2 и для 45 градусов тоже. Но я могу продолжать добавлять 360 градусов или 2π, и все это сработает, потому что приведет меня в ту же самую точку единичной окружности. Так? Да, вы будете правы. Все эти значения будут правильным ответом на наш пример, да? Потому что если взять синус любого из этих углов, то есть, если несколько раз добавить к углу по 360 градусов, а потом найти синус любого из получившихся углов, то синус будет равен корень из 2 на 2. Но в этом проблема. В данном случае не может быть функции, скажем, f от x, которая отображает несколько значений. π на 4, π на 4 плюс 2π или π на 4 плюс 4π. И для того, чтобы это было правильной функцией,
для того, чтобы функция арксинуса была правильной, я должна ограничить ее диапазон. Итак, давайте ограничим ее диапазон. Так, к слову, какими значениями ограничена область определения этой функции? Если взять функцию арксинуса чего-то, вот, к примеру, возьмем арксинус x и скажем, что он равен θ. Какими значениями ограничена область определения? Каковы правильные значения для x? Чему он может быть равен? Итак, если взять синус любого угла, то можно получить значение только от минус единицы до единицы, так? Поэтому x будет больше или равен минус единице и меньше или равен единице. Это область определения. Теперь, чтобы сделать эту функцию правильно, я должна ограничить ее диапазон, да, область возможных допустимых значений. Правило для арксинуса – это ограничивать область до первой и четвертой четверти единичной окружности. Брать углы только из этой области вдоль единичной окружности, поэтому θ будет меньше либо равен π на 2 и больше либо равен минус π на 2. Теперь мы понимаем, что такое арксинус. Давайте рассмотрим еще одну задачу. Вот место освобожу здесь. Найдем арксинус другого значения. Допустим, я попросила вас найти арксинус корень из 3, деленное на 2, корень из 3, деленное на 2. Возможно, вы это наизусть выучили и скажете, я знаю, что синус x или синус θ равен корень из 3, деленное на 2. И тогда задача будет решена. Но я не помню это значение, поэтому нарисую единичную окружность. И если я имею дело с арксинусом, то должна нарисовать только первую, четвертую четверть единичной окружности. Вот у нас ось x и y. Какие будут значения у нас? Если синус чего-то равен минус корень из 3, деленное на 2, значит, это значит, что y-координата на единичной окружности равна минус корень из 3, деленное на 2. Значит, наше значение находится вот где-то здесь. Это корень из 3, минус корень из 3, деленное на 2. А какой это дает угол? Давайте немного подумаем с вами. Y-координата равна минус корень из 3 на 2. Это наш угол. Это будет отрицательный угол, так как мы движемся с вами по часовой стрелке ниже оси x, да? Нарисую здесь с вами небольшой треугольник. Сейчас вот цвет получше выберу. Вот такой зелененький. Давайте я увеличу этот треугольник. Вот так вот такой треугольник. Это угол θ. А чему равна длина вот этой стороны? Она равна высоте y. Думаю, ее можно так назвать. И равна она корень из 3 делить на 2. Конечно, со знаком минус, потому что направлена вниз. Но давайте с вами вычислим этот угол θ. Мы знаем, что он отрицательный. Если вы видите значение корень из 3 на 2, то, надеюсь, узнаете, что наш треугольник с углами 30, 60, 90. Значит, вторая сторона равна 1/2. А гипотенуза, конечно, равна единице, так как является радиусом единичной окружности. В треугольнике с углами 30, 60, 90 угол противолежащей стороне корень из 3 на 2 равен 60 градусов. А второй, значит, равен 30. Итак, мы знаем, что наш угол θ равен 60 градусов. Это по модулю. Но угол направлен вниз, поэтому он равен минус 60. И если перевести в радианы, вот сейчас мы умножаем на π радиан делить на 180 градусов. Градусы у нас сокращаются. Остается с вами минус π на 3 радиан. Теперь можно записать выражение. Выражение запишем. Арксинус минус корень из 3 делить на 2 равен минус π на 3 радиан. Или можно было бы сказать так. Обратный синус в минус первой степени минус корень из 3 делить на 2 равен минус π на 3 радиан. Чтобы подтвердить, давайте я прямо здесь воспользуюсь калькулятором. Я уже выставила его в режим радианов. Можете проверить, нажать кнопочки Second и Mod. Я в режиме радианы. Теперь, надеюсь, получу правильный ответ. И я хочу найти обратный синус.
кнопочки second и синус нажали с вами, получаем синус минус первой степени, корень из 3, минус корень из 3, делить на 2. Он равен у нас с вами минус 1,04. Можно округлить. Минус 1,4 радиан. Итак, π на 3 должно быть равно 1,4. Посмотрим, получится ли у нас это подтвердить. Итак, если я пишу минус π на 3, что у нас получится? Получается то же самое значение. Итак, мой калькулятор выдал мне точно такое же значение, но может быть это не так полезно, потому что калькулятор не покажет мне, что это равно минус π на 3.